Здравствуйте, в этом видео я расскажу, как использовать мои таблицы скоринга. К примеру, сайт по продаже принтеров-плоттеров, МФУ. Есть некоторая собранная семантика, то есть разбитая по кластерам. Можем перейти в определенный кластер, посмотреть запросы, отсортированы по частотности, по разным показателям. Позиция, некоторые позиции сайта. Тут же можно найти, где есть запросы по кластеру, но без позиции в топ-100. То есть нужно дописать какие-то слова, отдельные слова, фразы в контенте релевантной страницы по самому высокочастотному ключу из кластера. То есть какие-то слова, например, там нужно дописать. Видим релевантную позицию. То есть где-то у нас плохие позиции, где-то там получше. Что-то тоже можно сортировать и посмотреть, что еще можно использовать. То есть мы можем перейти в основной файл скоринга. Здесь выводится X лидера, то есть есть URL лидер в топ-3. То есть это URL, который ранжируется по большему числу запросов в кластере именно в топ-3. Это используется мой метод скоринга, инструмент кластеризации, разработанный мной. Вот ссылочку прикреплю. Здесь я просто передаю какие-то данные по топу. Нажимаю выбирать там топ-3, то есть я обычно ставлю топ-3. Топ-10 тут у меня изначально то, что ограничение по памяти. И кластеризовать. Он делает кластеризацию по, соответственно, лидирующим урлам. Вот тут пример какой-то мержер есть сохраненный. То есть URL лидер и там файл, кластер определенный. Да, так, возвращаемся. Соответственно, нужно ориентироваться на тип страницы, тип документа, по кластеру запросов на URL лидер. Соответственно, если мы продвигаем карточку товара, а лидируют категории, соответственно, нам нужно сменить тип страницы, прежде чем продвинуть данный URL. Также мы не можем подвинуть какие-нибудь агрегаторы, там озоны там, и какие-то сложные, то есть лидирующие. Соответственно, я тут вывожу X. X это лидирующего, то есть сайта, лидера. Соответственно, это таблицы вводится, сейчас покажу, где мне. То есть есть отдельные таблицы по лидерам, это из кластеризатора, отдельно по X. Все конкуренты, лидирующие тут, соответственно, тоже с применением моих инструментов сделаны таблицы. То есть я это делаю сам. То есть мы знаем X лидера, знаем, что, например, там наш сайт имеет там 650 X. Соответственно, X сайта с X меньше или равным нашему сайту мы можем продвинуть и при прочих равных, если это той же тематики сайт. Соответственно, агрегаторы будет сложнее продвинуть. Вот. Тут я использую формулу ранг, но логарифмическая, то есть она учитывает все показатели, то есть можно сортировать, то есть наибольшее там количеством фраз в кластере, средней позиции с наиболее выше. То есть мы лучше всего продвигать именно в первую очередь те запросы, которые, те кластеры, те страницы, где наиболее высокая позиция изначально есть. Там можем получить быстрее трафик, позицию и так далее. Также, соответственно, вводится суммарная частотность за год, там за последний месяц,
Маржинальность можно, если, например, это у вас товар маржинальный какой-то, можно указать маржинальность, приоритет поменяется. И также можно сортировать будет, соответственно, этот. Переходим в определенные кластеры какие-то, каким нам надо, таблицы. То есть я вот делаю несколько там таблиц, если не помещается, либо это в одной таблице все это приводится. Также ввожу самочастотную фразу. То есть можно понять, что это за какой там запрос основной продвигается. То есть мы переходим, можем с ранг, например, больше нуля, то есть продвигать лучше в первую очередь. Если какие-то запросы там меньше нуля, то есть мы видим, что по самому главному частотному запросу у нас нет релевантной позиции. По каким-то словам у нас нет позиции, соответственно, нужно проработать эти интенты, раскрыть эти, то есть не просто писать слова, а именно раскрыть на странице данные фразы, равный интент. Вот. Соответственно, что мы еще можем тут посмотреть? То есть там, где у нас позиции плохие, изначально средняя позиция, сейчас где-нибудь накручу. Это отдельный файл скоринга. Есть общий файл скоринга. Так, ранг, например, минус. Какой-нибудь минус. То есть у нас нет тут и большой X лидеров, то есть, скорее всего, агрегаторы какие-нибудь, которые нереально подвинуть. Нет релевантной позиции в топ по главному ключу. Но тут я вот не вывел, можно проводить процент фраз в топ-10, там, в топ-50, сколько у вас вошло определенный. То есть это тоже можно считать все по вашим желаниям, то есть как бы я могу сделать тоже такие таблички. Соответственно, если какая-то страничка там не имеет релевантности, но находится какой-то позиции, все равно у них есть. То есть на 60-й позиции, то есть мы можем посмотреть, наш это или нет. Если за, например, топ 20 позиции, 30 позиции, если недостаточно текста релевантность, то, скорее всего, надо либо будет создавать отдельную новую посадочную страницу под это дело. Вот, с учетом уже ранжируемой страницы, скорее всего, можно сделать перелинковку с уже имеющейся релевантной страницей, которая у нас болтается там топ-50, например. То есть можно связать их, перелинковать, то есть поставить ссылку с этой страницы на более релевантную новую. То есть такие методики тоже можно использовать. Также проработка по лидерам, возможно, какая вот. Можно посмотреть каннибализацию запросов. То есть у нас есть какой-то лидер, да, мы его убиваем и смотрим, какие у нас конкурируют. То есть мы видим, что есть несколько кластеров, то есть разных интентов. То есть офисный банк. Все это продвигается в рамках одной страницы, потому что лидер у них по топ-3 один. Но у нас есть две разные странички, которые конкурируют друг с другом за всем этим кластером. По правилам, конечно, надо продвигать в рамках одной страницы. Вот. Если узкотематичные, то есть можно, конечно, разбивать в тематические кластеры и продвигать более низкого уровня. Но в моей практике лучше всего объединять более большой кластер, если это, конечно, возможно по кластеризации, и там разбивать на мелкие дополнительные странички с отдельным, под отдельные, получается, интенты, и перелинковывать между собой, это все работает. Ну вот в целом я хотел сказать, что вот есть вот такой провожу анализ. Если интересно, кому-то интересно, можете обращаться. То есть я помимо того, что собираю всю семантику, вычищаю, провожу анализ, не знаю, получается, по лидерам. То есть вы будете понимать, что вы продвигаете. То есть нужно продвинуть именно там коммерческой страницей, статьей или чем-то еще. То есть будет понимание, каким типом страницы
можно продвинуться в топ. Возможно ли продвинуться, если там конкуренция очень сильная. Также дополнительно могу проводить различные другие анализы, то есть по оценке конкурентности. Так что обращайтесь, пишите. До свидания.